Здравствуйте! Сегодня на моем канале небольшая круглая дата. Это мой 20-й по счету ролик о самолетах на банкнотах стран мира. И для него я решил выбрать какой-нибудь необычный тип летательного аппарата. И как вы уже, наверное, поняли, сегодня это будет Конкорд. Один из двух существовавших на текущий момент сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Советский Ту-144 на банкнотах никогда не изображался, а вот Конкорд был изображен на банкноте в 20 долларов Сингапура 1979 года, который перед вами. И, кстати, если вы считаете, что банкнота простая и здесь все просто и нет ничего интересного, спешу поделиться, что и на этом изображении здесь не обошлось без ошибок и неточностей. Но обо всем по порядку. У Сингапура, конечно, на текущий момент есть 3 банкноты с изображением самолетов, но я считаю, что Конкорд достоин отдельного ролика, поэтому об остальных 2 банкнотах поговорим потом, а сегодня только эти 20 долларов. С точки зрения бонистики, банкнота действительно достаточно простая, достаточно доступная. Был всего один вариант, номер по пику 12, принтер английский Bradbury Wilkinson. Изображение на оборотной стороне банкноты можно описать как Конкорд над аэропортом Сингапур-Чанги. И вроде бы здесь все просто и понятно. Указанный регистрационный номер воздушного судна BOAD, что соответствует действительности. Достоверно изображена ливрея авиакомпании Singapore Airlines. Да, кстати, здесь рядом с аэропортом схематично изображено еще несколько самолетов. Ну, достаточно схематично, как это обычно бывает. Здесь, конечно, на переднем плане очевидно Boeing 747. Все остальные достаточно схематичные самолеты. Но на них, пожалуй, не будем останавливаться. Давайте вернемся к Конкорду. Я бы хотел рассказать историю этого самолета в Сингапуре немного подробнее, тогда будет понятно, какие неточности и ошибки есть в этом изображении на банкноте. Историю Конкордов в Сингапуре условно можно разделить на 3 части. Первое – это демонстрационные полеты, которые Конкорды еще до ввода самолета в коммерческую эксплуатацию в 1976 году, в первой половине 70-х годов осуществляли во многие страны мира. Вторая часть – это регулярные рейсы, которые выполнялись в 1977, 1979, 1980 годах совместно с Singapore Airlines и British Airways на том самолете, который мы видим здесь на банкноте. И третий этап – это несколько полетов Конкордов, которые были совершены в Сингапур в середине 80-х годов, но уже не в рамках регулярных рейсов. Первая часть истории к банкноте никакого отношения не имеет, но можно коротко сказать, что впервые Конкорд приземлился в аэропорту Сингапура Пая-Либар 8 июня 1972 года. Это было в рамках мирового рекламного промоушен-тура. Он прилетел туда из Бангкока, находился несколько дней, далее улетел в Гонконг, затем в Токио и в Австралию. И на обратном пути в Европу он тоже летел через Сингапур. Вот вторая часть истории полетов Конкорда в Сингапур имеет самое непосредственное отношение к изображению на банкноте. И здесь у нас изображен именно тот самолет, который летал из Лондона в Сингапур и обратно. Это был один самолет, и именно он здесь изображен. В конце 70-х годов между Singapore Airlines и British Airways была достигнута договоренность об организации совместного предприятия для выполнения полетов по маршруту Лондон, Бахрейн, Сингапур. И, соответственно, обратно на новейшем на тот момент Конкорде. Предполагалось, что время в пути на данном маршруте с учетом посадки 40-минутной посадки в Бахрейне в общей сложности по сравнению с дозвуковыми лайнерами сократится с 18 до менее чем 10 часов. Ну, собственно, что и произошло. Но на самом деле вокруг этого маршрута было множество проблем, еще на этапе планирования. В частности, Индия запретила полеты Конкордов над своей территорией, что увеличило время в пути. А, например, Саудовская Аравия запретила полет над своей территорией на сверхзвуки. Однако, тем не менее, в октябре 1977 года авиакомпании Singapore Airlines и British Airways заключили соглашение о совместном предприятии, и первый рейс из Сингапура из аэропорта Пая-Либар был запланирован на 10 декабря 1977 года. В соответствии с этим соглашением авиакомпании совместно должны были эксплуатировали Конкорд с регистрационным номером, как он здесь у нас и указан на банкноте BOAD. Также у него был временный регистрационный номер, тоже его приведу на экране.
То есть это именно тот самолет, который изображен на банкноте. Причем он должен был быть и был в двойной ливрее, что очень важно. Левая часть самолета в ливрее Singapore Airlines, а правая в ливрее British Airways. Вот фотография этого самолета с обеих сторон, и теперь вы уже понимаете, что на банкноте он изображен неверно. Ведь с правой стороны, как он здесь у нас изображен, здесь должна быть ливрея British Airways. Но в любом случае надо отметить, что это был единственный Конкорд, летавший в ливреях двух разных авиакомпаний. И вообще Singapore Airlines стала третьей авиакомпанией в мире после British Airways и Air France, чью ливрею вообще носили Конкорды. Если же вернуться к истории маршрута, то буквально за день до первого полета, 8 декабря 1977 года, выяснилось, что Малайзия не разрешает полеты Конкорда над своей территорией ни на сверхзвуке, ни на дозвуковой скорости. И в самый последний момент, буквально в последний день, удалось договориться о полетах над территорией Индонезии, но всего лишь в течение одной недели. Поэтому первая часть этой истории, история этого маршрута в декабре 1977 года, она состоит буквально из 3 полетов по этому маршруту туда и обратно. Первый рейс из Лондона состоялся, как и было запланировано, 9 декабря. Вот информация по этому рейсу. Первый обратный рейс из Сингапура в Лондон, соответственно, 10 декабря 1977 года. Также некоторые подробности вот этого рейса. Затем было сделано еще 2 рейса. При этом непрерывно шли переговоры с Малайзией и с Индонезией о продолжении полетов. Однако они не привели к успеху, поэтому когда 4-й рейс Конкорда вылетел из Лондона 16 декабря 1977 года, а разрешения ни от Малайзии, ни от Индонезии в итоге так и не было получено, он вынужден был из Бахрейна вернуться обратно в Лондон. А его пассажиры, очень недовольные случившимся, из Бахрейна в Сингапур уже летели на обычном дозвуковом лайнере. Таким образом, получилось, что полеты по маршруту были приостановлены более чем на год, и только 15 декабря 1978 года, то есть ровно через год после первых рейсов, правительство Малайзии сняло свои возражения против полетов Конкорда, и маршрут был возобновлен 24 января 1979 года. Рейсы совершались 3 раза в неделю. Вот пример расписания этих рейсов. Что интересно, каждому пассажиру, совершавшему полет на Конкорде, выдавалось именное свидетельство об этом. Вот такое вот. И дальше данный маршрут просуществовал до осени 80-го года, когда по целому ряду причин полеты были прекращены с 1 ноября 80-го года. Вот газетная заметка об этом. Последний рейс из Сингапура вылетел 30 октября 1980 года. И здесь надо отметить еще одну нестыковку, возможно, вы уже поняли, о чем я говорю, еще одну нестыковку в изображении на банкноте. Ведь здесь у нас изображен аэропорт Чанги, однако этот аэропорт, был открыт только в 1981 году. То есть, когда регулярные рейсы Конкорда в Сингапур уже были прекращены. То есть, именно этот Конкорд сюда, в этот аэропорт, никогда не летал. Справедливости ради надо отметить, что в аэропорт Чанги в середине 80-х дважды прилетали Конкорды. Это третья, собственно, часть нашей истории полетов Конкорда в Сингапур. В 1985 году сюда прилетал чартерный рейс British Airways. В 1986 году прилетал президент Франции Франсуа Миттеран на самолете Air France. Но это уже были другие Конкорды. А в конце 70-х годов, когда разрабатывался дизайн этой банкноты, очевидно, что наличие такого маршрута и Конкорда в ливрее национальной авиакомпании было предметом национальной гордости для Сингапура. И, собственно, поэтому изображение этого самолета было размещено на данной банкноте наряду с изображением нового, но еще только строившегося на тот момент аэропорта. Очевидно, предполагалось, что через некоторое время полеты этого рейса будут осуществляться уже из нового аэропорта, но, как мы уже обсудили, поняли, в итоге этот Конкорд в изображенный здесь аэропорт так никогда и не летал. Ну, а чтобы изображение самолета было исторически достоверным,
Так же, как и в случае с банкнотой Саудовской Аравии из моего предыдущего ролика, его изображение здесь должно быть зеркальным. Примерно вот так. Такая вот история. В завершении надо сказать, что здесь ну, как бы известна судьба дальнейшая этого самолета. Сейчас этот самолет, уже полностью в ливрее British Airways, находится в музее Intrepid Sea Air and Space Museum в Нью-Йорке. Это музей, основные экспонаты которого расположены на палубе и внутри авианосца Intrepid, пришвартованного на Манхэттене, а Конкорд там размещен, этот Конкорд размещен рядом на пирсе. И здесь я уже могу показать несколько своих собственных фотографий оттуда. Это 2017 год. Фото достаточно старые, конечно, но тем не менее. Вот фотография авианосца с берега музейного. Вот у него на палубе, в том числе здесь за F-16, очень интересный экземпляр, кстати, А-12. А вот я фоткал палубный фантом, и здесь уже в кадр случайно попадает наш Конкорд. И, собственно, вот фотография Конкорда с пирса. Еще раз повторю, что это именно тот самолет, который изображен на нашей сегодняшней банкноте. Такая вот история. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.